Привет всем любителям страшных историй! Я вещаю из склепа по имени Россия, и сегодня я расскажу вам 5 страшных детских историй. Но для начала, если вы впервые здесь, то давайте представимся. Меня зовут Мария, и я делаю видео для тех, кто изучает русский язык и интересуется русской культурой. Поэтому, если вы будете использовать это видео как ваше аудирование, то я советую сначала послушать это видео целиком на русском языке, а лишь затем включить субтитры. Все эти истории были придуманы еще до эры интернета, и дети любили рассказывать их ночью, в одиночестве, в темноте, при свете свечи. Почему же дети так и любили придумывать эти страшные истории о смерти, спросите вы? Именно так, с помощью страшных историй и фильмов ужасов, мы, люди, боремся со страхом смерти своего и своих родных и близких. Ну а теперь давайте начинать. Однажды, одной черной ночью, на черном кладбище одного черного города открылась черная могила. Из нее вылез черный мертвец. Мертвец пошел по черной улице в черный дом и нашел черную дверь. Эта дверь вела в комнату к одной маленькой девочке, которая спала в своей кровати. Он подошел к этой девочке и прокричал ей: «Отдай мое сердце!» Однажды ехал по ночной дороге таксист, видит, что на краю дороги стоит бабушка. Он остановился и посадил бабушку в такси. Бабушка попросила отвезти ее на кладбище. Когда они приехали туда, она попросила подождать ее немного. Таксист ждал час, таксист ждал 2, таксист ждал 3 часа. Наконец бабушка вернулась. Но все ее лицо, руки и одежда были в крови, а сама она причмокивала. Таксист был в ужасе и только и мог что спросить ее: «Бабушка, ты что, кровь мертвецов сосала?» «Да». Однажды мама отправила девочку в магазин, но строго-настрого запретила ей садиться в автобус с черными шторками. Девочка ждала на автобусной остановке очень долго. И когда подошел автобус с черными шторками, она уже и забыла о своем обещании и села в него. В автобусе было много детей, но когда автобус подъехал к туннелю, водитель вдруг обернулся, и девочка поняла, что у него лошадиная голова и копыта. Девочка закричала, но уже было слишком поздно. Автобус въехал в туннель, а когда выехал, то все дети были мертвы, и у них не было голов. Жила-была маленькая девочка. Однажды, когда ее мама уходила на работу, она сказала ей не включать радио. Но девочка не послушалась и включила радио. По радио вдруг она услышала, что какой-то голос говорит ей: «Девочка, девочка, гробик на колесиках ищет тебя. Он уже в твоем городе». Но девочка подумала, что это какая-то шутка, и не приняла этот голос всерьез. Но голос появился опять. Он сказал: «Девочка, девочка,
Кролик на колесиках ищет тебя. Он уже на твоей улице. Но девочка опять пропустила это мимо своих ушей. Девочка, девочка, Гробик на колесиках нашел тебя. Он уже у твоего дома. Но девочка лишь усмехнулась. Девочка, девочка, Гробик на колесах уже у твоей квартиры. Вернувшись с работы, мама нашла лишь бездыханное тело своей дочери, а рядом с ней лежало маленькое колесико. Одна семья переехала в новую квартиру, и все было хорошо. Но только в одной комнате на потолке было большое красное пятно. Однажды ночью, когда все уснули, вдруг из пятна вылетела красная светящаяся рука и задушила папу. На следующую ночь она задушила маму. Дети были испуганы и решили не ложиться спать и спрятаться. В ту ночь красная рука вылетела из пятна и летала по всей квартире, но так и не смогла найти детей. Утром дети вызвали милиционера, и он выстрелил в красное пятно, и оно исчезло. Но когда милиционер пришел к себе в квартиру, то в своей комнате на потолке он увидел красное пятно. Ну что, я надеюсь, что вам понравилось, и вы испытали море ужаса. Но если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк этому видео и, может быть, подписаться, иначе у вас на потолке тоже найдется красное пятно. Пока. Утром дети позвали милиционера. Милиционер выстрелил. Ой. Без резких движений, пожалуйста. Гошик, сиди смирно. Что за...